Итак, ребят, в сегодняшнем видосике хочу рассказать вам о основных аддонах, которых я использую и которые вам могут пригодиться в PvP деятельности. Так, пройдемся по основным. Аддоны очень упрощают игру. Так, начнем по порядочку. Особо не нужен, но чтобы не офаться и не выходить из мира, можно поставить себе Big Aurus. Заменяет луз контроль, гибкие настройки можно настроить там более детально, да и показывает, как помимо контроля на вас, так еще и щитки, которые на вас висят, и когда они закончатся, и когда их пробили и тому подобное. Так, капинг показывает КДОла и прок арены, и можно даже портоваться и не просрать арену. Тончист показывает, дальше Гладимишин показывает, логично, Деминишинги, Гладиус на арену. В принципе, очень полезен. Мне, правда, иногда багается, но это багается, видимо, клиент или новая версия. Кстати, мне его Сашки подогнал. Так же, как и пап, но это потом айцикл показывает КД противников над полосочкой фрейма. Ой, неймплейта точнее. Омник бар показывает тоже КД, но по-другому тоже потом покажу вам более детально. В основном я его использую, чтобы отслеживать прерывания, либо основные обилки. Ну, там можно все отслеживать, но лучше лишнее убрать. Омник ЦЦ показывает циферки ваших кулдаунов циферками. Ну, не только кулдаунов, доты и все подобное. Если у вас X-Peril, может быть плохо работать, но я X-Peril не использую. Party Bar Ability показывает КД ваших союзников, особенно в 3S Салоки очень, в принципе, очень полезен. Показывает, кто глубу не отдал, кто сакру, кто там бабл, основные обилки. Plate Buffs показывает, я использую его так, чтобы отслеживать основные проки, либо контроль на противниках, либо союзниках, чтобы над полосочкой, над союзником показывал или на противников показывал контроль, и вы его не сбили, либо, допустим, сняли хекс с союзников. Хекс — это жаба. Дисплей, циферками показывает ренжу. Скорчу тоже использую в основном на проке, и не на проке, а на доты. На живую бомбу на ком висит, настроил так, чтобы на 3 таргетах можно было отслеживать. Полезно очень. Как полезно, наглядно видите, на ком бомбы висят и когда они взорвутся. Полосочкой. Шовки пресс, чтобы спылы у вас прожимались по нажатию, а не по отпусканию клавиши. Рекомендуется ставить, все его используют. Sound Alerter озвучивает, в принципе, весь бой, основные кулдауны. Очень, в принципе, полезен, когда вы играете в Салоку, что если вам каз забили или кого-то из ваших союзников хотят законтролить, а вы сбили бы смерч либо овцу, помогает среагировать более быстро. Tell me when. Тоже наподобие заменяет Викауру, но более простой, не совсем заменяет, но требует настройку, и сейчас покажу его. Tricking Cooldowns — это когда триник, чтобы, его настраивать не нужно, но настроить только нужно будет расположение. Кварц, кастбары ваши изменит. Вот это Big Aurus, сразу показываю щиточек, сейчас рекну 1С и покажу вам все аддоны там, что отвечает. Вот это Big Aurus, тоже показываю щиточек на противнике. Основные спылы, которые на нем висят. Вот Tell me when, его настройка вот так вот выглядит. Прописываете нужную вам вещь и выбираете тип. Вот это, допустим, кулдаун с глубокой заморозки. Потом, что это, спел или итем, и каким образом хотите, чтобы оно отслеживалось. У меня когда юзабельное. Так вот, прок арены, заходим. Сейчас покажу вам на арене основные аддоны. В принципе, уже все разобрали. Гладиус, тут деминишинки будут показаны. Вот Tricking Cooldowns. Так, опять разбойник. Видите, все щиточки, которые на мне висят, все отслеживается. Big Aurus. И также будут контроли. Можно расположение еще настроить. Это вот у меня Tell me when. Будет говорить мне, когда сало можно прожать. Так, он дал сразу танец, я глубоко дам, чтобы он меня не продамажил. Видите, это тоже Big Aurus. Так вот, деминишинки показываются. Вот видите, айцикл это получается. Показывает КД. У него тринка КД, кош КД. Вот основные аддоны я вам показал. В принципе, то, что озвучивал, о чем прожимал, это Sound Alerter. Сейчас покажу вам, как настроить Trinket Cooldowns. Сейчас захват экрана замутим. Пойдем в main. В мейне вот так примерно ставьте, и будет примерно как у меня расположение. А в основном надо вот эти вот два значения подбирать под ваш интерфейс.
Основные настройки каких-то аддонов нам еще вам покажу. Скорчу. Тут много лишнего будет. Все надо поофать лишнее, чтобы ничего не показывал. У меня в основном тут живая бомба. Вот она как у меня отображает. Ну, видели, наверное, на стримах. Видите, 3 таргета я выставил. Ничего лишнего. Можно и больше поставить на БГ, чтобы вам легче, ну, лучше было. Потом Omnic-бар. Это КД. Тоже можно лишнее поубирать. Я в основном использую на КД прерывание. PUB. Это вот КД союзников. Варс. Вот как рекомендуется ставить, чтобы за фокусом следить и за таргетом. И по сути все, можно сказать. Чисто настройку не требует. Из каких-то еще особых аддонов у меня тут только, наверное, для торговли есть аукционатор. Им легко выставлять вещи на аукцион. Я сейчас вам покажу его так чисто. Бонусом. Группа у вас голдой фигово. Если вам надо продать, нажимаете Alt на вещь. И он покажет цены все. Живую бомбу можно вот так настроить. Тоже отображение было, когда она на таргете. Выбираем buff, debuff, ну, потом target, present. Ну и вот так все, как у меня, ставьте. Так, видите, когда Ола показывает 6 минут сейчас. Все, в принципе, ну, просили сделать видосик по аддончикам, разобрать, что у меня есть. Наконец-то я его сделал. Пользуйтесь, на здоровье. Пишите в комментариях, если что-то еще непонятно. На SD мыши более приятно показывает. Plate buffs нужно, чтобы отслеживать контроли на союзниках и на противников. Основные дебафы и бафы. Лучше вот так прям вручную увеличить, допустим, глубокая оборона, там, контроли, дуба. Ну, тоже, в принципе, не так видно. Ослепление. Там, превращение, основные контроли, увеличьте вот размер. Ну, лучше, конечно, и дружелюбных, потому что в солоку, когда вы будете регать, чтобы хекс видеть, кто на кого дали, чтобы быстрее среагировать. Ну, все, в принципе, основные аддоны, вот они.